Всем приветик! Меня зовут Александра Краснобаева. В этом видеоуроке я покажу вам, как набирать петли итальянским способом, а также как закрывать петли итальянским способом с помощью иглы. Этот способ максимально аккуратный, очень красивый. Полотно тогда имеет эластичный край и сверху, и снизу, и вы можете этим способом пользоваться при вязании абсолютно любых изделий. Я покажу вам, как вязать резинку 1 на 1, а также как вязать резинку 2 на 2 и тоже как аккуратно потом закрыть ее иглой. Давайте приступим. Покажу на примере, как это выглядит, что мы будем делать сегодня. Вот резинка 1 на 1 и наборный край, и край закрытия. И вот резинка 2 на 2, наборный край и край закрытия. Они все одинаковые, очень хорошо смотрятся, и можно вязать как 2 на 2 резинку, так и 1 на 1. И начинать вязать ваши изделия итальянским способом, очень красивым, и точно так же при обвязке горловины или, например, когда вы вяжете рукав сверху вниз от проймы, закрывать петельки таким же способом, тогда у вас будет и снизу, и сверху одинаково идеальное изделие. Сейчас мы разберем оба способа. Ну что ж, давайте приступим, покажу, как начинать вязать итальянским набором и резинка 1 на 1 после этого набора. Значит, я размещаю конец нити впереди себя, размещаю его вот так на пальцах, как мы привыкли всегда набирать петельки, разворачиваю руку вот так и подхватываю вот эту петельку, которая ближе к ладони находится. Подхватываю эту нить, затем подхватываю ту нить, которая на указательном пальце, и вывожу петлю через вот это отверстие, подтягиваю. Короче говоря, мы начинаем набирать петельки так же, как и при обычном стандартном наборе. Дальше мы будем набирать уже итальянским способом, и первую петельку я набираю изнаночную. Чтобы набрать изнаночную петлю, я подхватываю нить, которая у указательного пальца снизу, затем снизу подхватываю нить, которая у большого пальца, и вот так вот размещаю спицу. Все, изнаночная петелька набрана. Видите, у меня здесь появилась такая перемычка, горизонтальная ниточка, и она как раз напоминает изнаночную петлю. Дальше набираем лицевую. Я сначала подхватываю снизу петлю у большого пальца, а затем сверху у указательного пальца, и вот так вывожу свою спицу. Здесь чуть-чуть нужно подтянуть. У меня здесь получается лицевая петелька, ее хорошо видно, она очень похожа на лицевую петлю, как будто бы при вязании бабушкиным способом. Теперь изнаночную. Снова подхватываю нить у указательного пальца, потом у большого и вывожу вот так спицу. Снова у меня перемычка, изнаночная петля. Дальше лицевая, подтягиваю, вот у меня лицевая. Изнаночную петлю подхватываем у указательного пальца, у большого, сразу следим, чтобы была вот эта перемычка, лицевую петлю у большого, а затем у указательного, и следим, чтобы была лицевая петелька. И набираем снова изнаночную, потом большой указательный, лицевую, указательный, большой, изнаночная с перемычкой, большой указательный, лицевая. Закончу я изнаночной. И последнюю петельку кромочную мы будем набирать как обычно. Подхватываю у большого пальчика вот эту нить, потом у указательного и вывожу ее в образовавшееся отверстие. То есть как при обычном наборе. Готово. Вот я набрала несколько петелек. Вам сейчас может показаться, что они очень хаотично выглядят, ничего не понятно, но не пугайтесь, сейчас мы будем с этим всем разбираться. Переворачиваю я вязание, буду сейчас вязать следующий ряд. И следующие два рядочка я буду вязать полой резинкой. Советую при наборе итальянским способом всегда следующие два ряда провязывать полой резинкой, для того, чтобы у вас петельки были максимально стянутые и резинка была максимально эластичной, не перетянутой в ширину. Вообще советую вот эти петельки итальянским способом набирать на максимально тоненькую спицу. Не ту спицу, которой вы планируете вязать ваше изделие, а миллиметра на 2 тоньше. Тогда край будет еще аккуратнее.
Так, снимаю я первую петельку, можете снимать как привыкли, не имеет здесь значения. И дальше я буду провязывать лицевые петельки, а изнаночные снимать нить перед петлей. Смотрите, здесь плоховато видно за счет того, что начало ряда, но все равно у меня здесь так петелька расположена, как будто она лицевая, и хочется провязать ее за вот эту заднюю стенку, как при бабушкином способе. Провязываю я ее лицевой, и готово, моя первая лицевая петля есть. Дальше у меня идет петля с той самой перемычкой, вот наша перемычка, это изнаночная петля, ее мы будем снимать так, чтобы нить располагалась перед петлей. Вставляю я в нее спицу справа налево, вот так. И снимаю нить перед петлей рабочая. Дальше у меня снова идет лицевая. Видите, провязываю ее бабушкиным способом за заднюю стенку. Отлично, провязала. Дальше идет изнаночная снова. И я располагаю рабочую нить перед петлей, вставляю спицу справа налево и снимаю ее. Готово. Дальше снова лицевая. И мы постепенно, двигаясь вот так вот справа налево, провязываем все петельки. Тут идет изнаночная, ее просто снимаем. Снова лицевая. Обязательно следите за тем, чтобы у вас сохранялось чередование лицевых и изнаночных петель. Вот у меня изнаночная, снова лицевая. Если у вас что-то перекрутилось, допустим, может случиться так, что петли у вас перекрутились и выглядят как-то вот так. Вы разворачиваете спицу. Здесь была лицевая и ищите петлю так, чтобы она была похожа на изнаночную. Вот, видно, что похожа на изнаночную. Ее я снимаю нить перед петлей. В конце лицевая и кромочная. Кромочную провязывайте как привыкли, как обычно. Я провязываю лицевой за заднюю стенку. Вот этот наш первый ряд. Переворачиваем, вяжем дальше второй ряд снова полой резинкой. Мы снова лицевые провязываем, изнаночные снимаем. Вот у меня уже хорошо видна изнаночная. Я снимаю нить перед петлей. Также дальше видна лицевая. Эту лицевую уже я провязываю классическим способом. Так, дальше идет изнаночная. Теперь снова лицевая. Дальше изнаночную снимаю. Лицевую провязываю. Изнаночную снимаю, слежу внимательно, чтобы у меня шло чередование. Лицевую провязываю, изнаночную снимаю, лицевую провязываю, изнаночную снимаю и кромочная. Мы провязали 2 ряда полой резинкой. У нас уже образуется очень аккуратный красивый край, его пока не видно, но поверьте, он есть. И дальше мы просто вяжем резинку 1 на 1. Над лицевыми лицевые, вот у меня лицевая, над изнаночными, вот изнаночная, изнаночные. Чередую. Лицевая, слежу внимательно, чтобы чередование сохранялось, изнаночная, лицевая, изнаночная. И вяжу так до конца ряда. Внимательно слежу, чтобы были лицевые и изнаночные. Если что-то не так, вам придется тогда распустить и перевязать заново. Вот, уже хорошо видно, видите, получается резинка 1 на 1, очень аккуратная. И если мы перевернем наше вязание, видите, лицевые петельки плавно переходят в лицевые с этой стороны. Переворачиваю вязание и продолжаю вязать дальше. Изнаночная, лицевая. Здесь уже хорошо видно, мы вяжем дальше. Благодаря тому, что мы первые 2 рядочка провязали полой резинкой, у нас не стянутый край, очень аккуратно смотрится. И аккуратная резинка, видите? Он очень похож на фабричный край. Это имитация фабричного края, такой край, какой вы видите на покупных свитерочках. Так, переворачиваю и вяжу дальше. И таким образом я провязываю необходимое количество рядов моей резинки. Допустим, это край вашего изделия, вы вяжете столько рядов резинкой, сколько вам необходимо. Ну, может, вы захотели связать резинку 5 сантиметров. Вот, значит, вяжете резинку 5 сантиметров, заранее, естественно, по образцу посчитав, сколько это будет рядов, и у вас получается такой очень аккуратный край. Вот видите, он переходит с одного края плавно на другой. Вяжем дальше, и провязав необходимое количество рядов резинкой 1 на 1, вы дальше вяжете уже свой узор. Этот край будет очень хорошо смотреться на любых изделиях.
Но чем он хорош, что мы можем точно таким же образом петельки закрыть. И если вы, например, вяжете спинку и вперед снизу вверх, начали вязать таким образом, а рукава вы вяжете от проймы вниз, то вы таким же образом сможете закрыть петли ваших рукавов, и не будет понятно, вы вязали рукава сверху вниз или снизу вверх. Очень удобно. Я провяжу еще какое-то количество рядов и покажу вам, как закрывать провязанную резинку точно таким же способом. Ну вот, допустим, вы провязали какое-то количество рядов резинкой. Это может быть край вашего рукава, это может быть обвязка горловины. И вам теперь нужно аккуратно петельки закрыть для того, чтобы край получился такой же, как и снизу. Для этого мы снова провязываем в конце 2 ряда полой резинкой. Ну, например, у вас есть открытая горловина. Вы набираете петли по горловине, вяжете такую же резинку прямо вверх. В конце вяжете 2 рядочка полой резинкой и закрываете петельки иглой. Сейчас покажу, как это сделать. Или, например, вы вяжете рукав от проймы вниз, связали манжету вот такую резинкой 1 на 1, тоже провязываете в конце 2 рядочка полой резинкой и закрываете это иглой. Как мы вяжем полую резинку? Точно так же изнаночные петельки мы снимаем нить перед петлей. Лицевую петлю провязываем, изнаночную снимаем, лицевую провязываем. Такой край тоже поможет не стягивать полотно, оно тоже у вас будет очень эластичное и край будет очень аккуратный. Изнаночную снимаем, лицевую провязываем, изнаночную снимаем и в конце кромочная. Это первый ряд полой резинкой. Переворачиваем, вяжем второй ряд. Снова лицевую провязываем, изнаночную снимаем нить перед петлей. Лицевую провязываем, изнаночную снимаем нить перед петлей. Лицевую провязываем, изнаночную снимаем и вяжем так до конца ряда. Вот, отлично. Второй ряд полой резинкой мы провязали. И теперь можно закрывать петельки иглой. Для этого советую вам оставлять ниточку подлиннее, чтобы точно ее хватило. Ну, я оставлю, у меня тут петелек мало, я оставлю немного, не длинную ниточку, отрежу. И теперь мне нужна будет игла. Игла для сшивания трикотажных изделий. Это может быть вот такая игла с большим ушком или игла чуть-чуть поменьше. Я буду пользоваться иглой поменьше, вот такой желтенькой. Это может быть и пластиковая, и металлическая игла, но выбирайте достаточно тупую. Острой иглой какой-нибудь цыганской очень сложно будет это сделать. Итак, смотрите, у меня первая петелька изнаночная. Я сразу ищу свою изнаночную петлю. Если у меня здесь идет лицевая, тогда я проделываю все то же самое с кромочной, что я буду проделывать сейчас. Первый мой этап — это мы вставляем иглу в изнаночную петлю слева направо, вот так. У нас закрытие петель иглой состоит из 3 этапов. Вот это первый этап. Вставили и вытягиваем ниточку. Раз. Дальше я подхватываю петельку, которая находится справа, вот так, и петельку, которая находится слева, вот так. Подхватываю и ту, лицевую. Лицевая с этой стороны кромочная. И вставляю иглу теперь уже справа налево. Это второй этап. Подтягиваю. И третий этап. Я теперь снова ищу изнаночную петельку и вставляю справа налево свою иглу в эту изнаночную петлю. Подтягиваю. Вот все 3 этапа я сделала. Теперь я могу снять со спицы кромочную, изнаночную и лицевую соседнюю. Готово. Вот что получается. Давайте снова. Теперь у меня рядом здесь изнаночная петля. И снова первый этап. Я вставляю иглу в изнаночную слева направо. Подтянула ниточку. Дальше мне нужно вставить в соседнюю лицевую справа и в соседнюю лицевую слева. Эта петля лицевая у меня уже спущенная, но я ищу ее последнюю дужку. Вот последняя дужка выглядит так, и из нее выходит ниточка. Значит, я вставляю сверху вниз в центр этой петли свою иглу. И вставляю также в соседнюю левую лицевую петельку свою иглу. Вставляю справа налево.
Дальше ниточку подтягиваю. Здесь аккуратно подтягивайте так, чтобы у вас вот тут вот сформировалась новая лицевая петелька. Вот у меня она как раз, видите, сформировалась. И третий этап я вставляю снова иглу в изнаночную петлю справа налево. Подтягиваю хорошенько, сильно не затягивайте, но и в то же время не нужно ослаблять ваше сшивание. Дальше снимаю изнаночную лицевую петельку со спицы. Теперь у меня снова изнаночная передо мной, снова 3 этапа. Вставляю в изнаночную слева направо, подтягиваю. Дальше ищу лицевую, вот моя лицевая, из нее выходит нить. Я вставляю иглу в центр этой петли сверху вниз. И в соседнюю лицевую тоже вставляю. Подтягиваю ниточку. Эту петлю можно расположить специально вот так сверху, чтобы она легла в правильное место. Вот, отлично. У нас сформировалась следующая лицевая петелька, вот она, выше. И третий этап вставляем справа налево в изнаночную петлю нить. Снова подтягиваем. 2 петельки снимаем. Снимаем столько петель, сколько у нас до следующей изнаночной, то есть 2, изнаночную и лицевую. Первый этап вставляем слева направо в изнаночную, подтянули. Дальше ищу лицевую, вот у меня одна дужка лицевой, вот вторая половинка, выходит из нее нить, значит я в центр этой лицевой вот так вставляю иглу и в соседнюю лицевую тоже вставляю. Подтягиваю и вот эту петельку я размещаю вот так сверху, чтобы она правильно легла на мое вязание. Отлично. И третий этап я вставляю в изнаночную петлю справа налево. Подтягиваю, снимаю эти 2 петельки. Посмотрите, что получается. Край точно такой же, как и наборный край. Они выглядят абсолютно одинаково. И очень хорошо смотрится и сверху, и снизу. Последний этап. И смотрите, снова у меня изнаночная. Вставляю слева направо, подтягиваю, вставляю в 2 лицевые. Второй этап. Эту ниточку располагаю сверху. И третий этап вставляю в изнаночную снова. Подтягиваю, обе снимаю. Снова изнаночная, 2 лицевые. Вот хорошо видно, куда вставлять. Здесь уже вставляю в кромочную. Подтягиваю, ниточку поправляю, чтобы она легла сверху. И дальше снова в изнаночную. Все. Обе ниточки снимаю, обе петельки снимаю. Все готово, мы закончили сшивать иглой. Вот что получается сверху и снизу. Видите, абсолютно одинаковый и наборный ряд, и ряд закрытия. Вот еще раз с одной стороны. И верх эластичный, в то же время не растянутый. И низ точно так же. И с этой стороны верх эластичный, низ эластичный, но не растянутый. А здесь стандартная резинка 1 на 1. Вот вы можете таким образом петельки набирать и таким же образом петельки закрывать при обвязке горловин или вязании рукавов или изделий сверху вниз. Но это резинка 1 на 1. А что нам делать, если нам нужна резинка 2 на 2? Тоже есть такой же способ. Тоже можно также и набрать, и закрыть петельки. Сейчас я вам покажу этот второй способ. Так, ну что ж, теперь второй способ. Я снова точно так же набираю петельки. У меня конец нити находится впереди, клубочек позади. Набираю я на 1 спицу обязательно. Кстати, я в прошлый раз это не сказала, набираем обязательно только на 1 спицу. Так, берем 1 спицу и набираем первую петельку, как обычно при стандартном наборе. Готово. Дальше я набираю изнаночную, помните, да? Указательный, большой палец. Дальше лицевая, большой, указательный. Подтягиваю, проверяю. Снова изнаночная, лицевая. Даже на резинку 2 на 2 мы все равно набираем, чередуя лицевую и изнаночную петельку. Набираю так я несколько петель. Все точно так же, как при вязании предыдущим способом. Набрала, в конце кромочная, набираю ее как обычно. Готово. Вот у меня есть определенное количество петелек опять на спице. И следующие действия такие же, как и в предыдущем случае.
первом ряду мы провязываем полую резинку, во втором ряду мы провязываем полую резинку. Давайте посмотрим еще раз внимательно. Вот у меня первая петелька очень похожа на лицевую, и хочется ее провязать бабушкиным способом. Вот я провязываю за заднюю стенку лицевой бабушкиным способом. Дальше у меня петля с перемычкой горизонтальной. Я ее снимаю нить перед петлей, вот так. Следом идет снова как будто бы лицевая, провязываю. Дальше снова изнаночная, лицевая, изнаночную снимаю. Проверяю внимательно, чтобы шло чередование. Да-да-да, это резинка 2 на 2, вы ничего не перепутали. Сейчас я вам расскажу, что делать дальше. Изнаночную снимаем, лицевую провязываем, изнаночную снимаем, лицевую провязываем и в конце кромочная, вяжите ее как привыкли. Готово. Переворачиваем, вяжем второй ряд такой же полой резинкой. Тоже изнаночную снимаем нить перед петлей, лицевую провязываем здесь уже классическим способом. Изнаночную снимаем, лицевую провязываем. Хочу отметить, что если вы вяжете по кругу, то тогда вы первый ряд лицевые провязываете, изнаночные снимаете, а во втором ряду, если вы вяжете по кругу, вы тогда изнаночные провязываете изнаночной петлей, а лицевые снимаете, но нить у вас будет находиться за петлей. Изнаночную снимаю, лицевую провязываю, снимаю изнаночную, лицевую провязываю, изнаночную снимаю, лицевую провязываю, изнаночную снимаю, кромочная. Готово. И вот теперь после этого этапа, если вы хотите резинку 2 на 2, то вам нужно теперь поменять местами петельки. Как мы это делаем? Кромочную мы снимаем. Дальше у меня идет лицевая. Я хочу вязать резинку 2 на 2, и мне после лицевой, вот я ее провязываю, нужна лицевая, но у меня идет изнаночная, а следом лицевая. Поэтому я вот эту изнаночную и эту лицевую поменяю местами. Я подхватываю лицевую петельку, снимаю обе со спицы, дальше подхватываю изнаночную сзади и лицевую переснимаю с правой спицы на левую. Вот так. Я поменяла их местами так, что у меня лицевая находится сверху, а изнаночная сзади. И теперь я провязываю вторую лицевую. Готово, у меня есть 2 лицевые. Дальше у меня идет изнаночная, провязываю ее изнаночной. И следом еще одна изнаночная, провязываю изнаночной. Таким образом у меня получается резинка 2 на 2. Снова лицевая, а дальше опять изнаночная. Но следом идет нужная мне лицевая, поэтому я подхватываю лицевую, снимаю обе петельки со спицы, дальше подхватываю сзади изнаночную и теперь переснимаю с правой спицы на левую свою лицевую. Значит, провязала я лицевую, вяжу следом еще одну лицевую. Вот резинка 2 на 2. Тут у меня изнаночная 1 и здесь изнаночная 2. Лицевая. И в конце снова мне нужно поменять их местами. Лицевую с изнаночной снимаю, изнаночную располагаю сзади, а лицевую переснимаю с правой спицы на левую. Провязываю лицевую, вторую, и в конце у меня будет просто одна изнаночная и кромочная. Вот, мы набрали итальянским способом наши петельки, провязали 2 рядочка полой резинкой, а затем мы поменяли несколько петель местами для того, чтобы у нас получилась резинка 2 на 2. С этой стороны тоже, конечно же, резинка 2 на 2. И все, теперь мы спокойненько вяжем по рисунку. Вот смотрите, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные. Мы вяжем свою резинку 2 на 2. 2 лицевые, 2 изнаночные и кромочная. И вяжем ее столько, сколько нам необходимо по нашему плану вязания. Провяжу еще несколько рядочков, потом расскажу, как же эту резинку закрыть. Точно так же иглой, чтобы край ее был таким же, как и снизу. Вот и спокойненько вяжу себе резинку 2 на 2. Если вам не подходит резинка 1 на 1, или вы ее не очень любите, или хотите разнообразить как-то ваше вязание, то такой способ очень здорово смотрится на резинке 2 на 2. Опять-таки, видите, край эластичный, он не очень сильно стянут, но при этом тоже не перетягивается. Вяжу дальше еще несколько рядочков. Это очень удобно.
и вы можете таким образом вязать любую резинку и 1 на 1, и 2 на 2. Выбирайте, какая лучше ложится у вашей пряжи. Еще раз показываю. Вот как это выглядит. Сейчас я провяжу несколько рядочков и расскажу, как закрыть такую резинку. Так, для того, чтобы закрыть резинку 2 на 2, вот смотрите, какая у нас аккуратная она получилась, нужно сделать те же самые манипуляции, что и при вязании резинки 1 на 1. Мы хотим, чтобы у нас был такой же аккуратный край. Для этого мы должны провязать в конце 2 рядочка полой резинкой. Давайте это сделаем. Кромочную я снимаю, лицевую провязываю, а изнаночную снимаю нить перед петлей. Сняла. Дальше у меня идет изнаночная, но мне нужно провязать лицевую. И здесь в конце мы точно так же эти 2 петельки поменяем местами. Лицевую я подхватываю, снимаю со спицы, изнаночную подхватываю сзади и лицевую возвращаю на левую спицу. Готово. Теперь я могу провязать лицевую. У меня снова идет чередование 1 на 1. Дальше идет изнаночная. Я ее снимаю, нить перед петлей. Теперь снова лицевая. Изнаночную снимаю, нить перед петлей. Дальше у меня идет изнаночная, а мне нужна лицевая. Поэтому я подхватываю следующую лицевую, снимаю петельки со спицы, сзади подхватываю изнаночную и лицевую переснимаю с правой спицы на левую. Чередование 1 на 1 у меня теперь появилось. Изнаночная у меня уже, вот я ее уже сняла. Дальше провязываю лицевую. Следом у меня идет снова изнаночная. Я снимаю ее нить перед петлей. Лицевая. Снимаю изнаночную. И здесь в конце, из-за того, что у меня уже нет пары у этой изнаночной, мне придется просто провязать ее лицевой и в конце провязать кромочную. Готово. Переворачиваю и вяжу теперь точно то же самое, все, только второй ряд своей полой резинки. Изнаночную снимаю нить перед петлей, лицевую провязываю, изнаночную снимаю нить перед петлей, лицевую провязываю, изнаночную снимаю, лицевую провязываю, изнаночную снимаю, лицевую провязываю, снимаю изнаночную, лицевую провязываю, еще раз снимаю и кромочная. Вот здесь вот такая одинокая изнаночная появилась из-за того, что у меня нечетное количество петель на спицах, поэтому ей просто не нашлось пары. Когда вы будете набирать петельки, советую вам выбирать все-таки четное количество петель, чтобы обязательно в конце вот для этой единственной петельки пара нашлась. 2 рядочка полой резинкой я провязала, и теперь точно так же я могу эти петельки закрыть иглой. Снова отрезаю небольшую ниточку, вдеваю ее в иглу, и вы уже помните все те манипуляции, которые я делала в предыдущем случае. Здесь смотрите, интересный случай, у меня здесь начинается с лицевой. В тот предыдущий раз у меня здесь петля была изнаночная. Давайте посмотрим, я вот эту кромочную буду использовать как изнаночную. Я вставляю в нее иглу слева направо, подтянула. Здесь у меня пары никакой нет, поэтому я сразу вставляю в следующую лицевую петлю, которая находится слева от нее. Вставила, и теперь вставляю в эту кромочную, которая у меня выступает в качестве изнаночной, свою иглу справа налево. Вставила, подтянула и снимаю эти 2 петельки. Готово. Теперь у меня изнаночные наши привычные действия. Первый шаг вставляю в изнаночную слева направо. Второй шаг, я ищу лицевую петельку и ее центр. Вот моя лицевая и вот ее центр. Вставляю туда иглу и в соседнюю лицевую слева тоже вставляю. Это второй шаг. Подтягиваю вот эту ниточку, размещаю сверху. Вот так. И третий шаг вставляю в изнаночную справа налево. Подтягиваю, снимаю обе петельки. Снова у меня идет изнаночная, вставляю слева направо иглу. Дальше лицевую ищу. Вот у меня из лицевой выходит одна ниточка. Я вставляю в центр иглу и в соседнюю лицевую тоже. Подтягиваю, здесь размещаю ниточку повыше. Вот так. Это у меня второй шаг. Посмотрите, как лицевая хорошо у меня разместилась. И третий шаг вставляю в изнаночную справа налево. Подтянула, обе петельки снимаю. Снова первый шаг. Дальше вставляю в лицевую в центр второй шаг и в лицевую рядышком. Тут поправляю ниточку.
Отлично, легла. И третий шаг вставляю в изнаночную петлю. Супер. Снимаю обе петельки, вставляю в изнаночную первый шаг. Здесь не спешите, главное находить правильные петельки. Вот видите, центр лицевой петли, вставляю сюда в лицевую еще одну, это второй шаг. Третий шаг вставляю в изнаночную и обе петельки снимаю. И последний. Раз, два и три. Обе петельки снимаю, у меня тут остается кромочная, сделаем с ней то же самое. Первый шаг. Дальше мы вставляем в серединку лицевой петельки, это второй шаг. И третий шаг вставляем в изнаночную справа налево. Третий шаг. Готово. Вот смотрите, что у нас получилось. Мы закрыли петельки иглой, и у нас получился нижний край и верхний край одинаковые, зато резинка 2 на 2. Видите, край тоже эластичный. Давайте посмотрим, как это выглядит с изнаночной стороны. Вот, то же самое. Снизу, посмотрите, петельки плавно перетекают друг в друга. И сверху тоже петельки плавно перетекают друг в друга. Очень аккуратный край. Вы можете выбирать резинку 2 на 2 и резинку 1 на 1 и использовать такие способы набора и закрытия в любых ваших изделиях. Я этот способ очень люблю и вяжу и такие резиночки абсолютно везде. Я надеюсь, что вы уже научились и набирать петли, и закрывать петли итальянским эластичным способом. Если вам понравилось это видео, вы можете написать комментарий под ним, можете поставить «Мне нравится». Это для меня очень дорого, и я буду вам благодарна за такую поддержку. Спасибо, что вы были со мной. Если у вас остались вопросы, вы тоже можете писать их в комментариях. Ну, а я прощаюсь с вами. До встречи в следующих видео. Пока!